Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 9 ноября. Поговорим о том, что нельзя делать в этот день по народным приметам, почему этот день называется обетный, а также что обязательно нужно сделать, чтобы 10 ноября встретить в хорошем настроении. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Друзья, кто ставит лайк, к тому деньги приходят легко и с удовольствием. Итак, друзья, 9 день ноября в народе считали критическим и опасным. От поведения человека в этот день зависело, как сложится его дальнейшая жизнь. Одно поверье гласит, что в этот день можно пустить в свою жизнь страшные беды, если 9 ноября дать обещание и не выполнить его. А если же выполнить обещанное, то из жизни человека должно уйти все плохое. Считается, что в эту дату опасно ругаться с кем-то, иначе человек, который не сдержал свои негативные эмоции, может сильно заболеть. Наши предки называли эту дату как Зарок на Параскеву в честь великомученицы Параскевы. Еще этот день называли обетным днем. Память Параскевы православные чтут именно в 10-й день ноября. Если в доме кто-то тяжело болел или семью постигло горе, то 9 ноября люди обязательно давали какой-то зарок, а на следующее утро и шли в церковь и молились Параскеве о помощи. Также в этот день вспоминают и преподобного Нестора. Известно, что преподобный Нестор помог многим людям обрести себя и поверить во Христа. И монах стал настоящим идолом для многих верующих. Он не только молился о здоровье и безопасности людей, но также приглашал народ к себе в дом и помогал залечивать раны. Известно, что святой использовал широкий круг источников, в которых вошли ранее летописные своды и сказания, а также монастырские записи и хроники Иоанна Малалы и Георгия Мартола. Преподобного считали настоящим человеком. Он был открыт, со всеми добр и всегда рад был пообщаться. Нестора называли человеком со светлой душой. Именно он направил своих людей на истинный путь и показал им дорогу к Христу. В старину в этот день женщины ткали обыденную пелену для иконы Богоматери. Считалось, что она принесет в дом мир, спокойствие и радость. Делали это с 9 на 10 ноября и делали это в глубоком молчании, во имя исполнения заветных дум или для выздоровления близкого человека. По народному поверью, если в доме кто-то болен или человек несет в своих думах достойное желание, то можно принять зарок, взять на себя дело и сосредоточенно в полном молчании его выполнить. Если же не выполните данную 9 ноября клятву, то считалось, что призовете на себя беду. Поэтому будьте осторожны в этот день с обещаниями. 9 ноября считалось, что можно попросить и святую выполнить ваше самое заветное желание. Не бойтесь обращаться к ней за помощью на протяжении всего дня, она точно не откажет. Также считалось, что это был и прекрасный день для крещения. Параскева дарит такого ребенка самым лучшим и добрым. Можно сегодня было заняться генеральной уборкой, избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь, но не нужно выносить их к мусорному контейнеру. Если посуда или одежда хорошего качества, лучше отдать такие пакеты нуждающимся. Обязательно нужно помыть полы, чтобы избавиться от негативных эмоций, от мыслей и атмосферы, которая царила в доме. Конечно же, наши предки знали, что в этот день нельзя было делать. Итак, запрещается в этот день конфликтовать, обижаться, ссориться, сквернословить и негативно мыслить. Ссор нужно избегать, в противном случае можно разгневать святого, память которого чтут в эту дату. Также не нужно реагировать на язвительные замечания близких людей. Еще одно главное табу этого дня – нельзя было переедать. Старайтесь насытиться малыми порциями в этот день 9 ноября.
Эту дату наши предки еще называли как Нестор или по-другому обеты. Поэтому 9 ноября люди давали обеты, они же обещания. И нужно было выполнить определенную работу или следовать заповеди в течение нескольких недель, месяцев или даже года. Зажиточные люди давали обещания построить монастырь, поставить крест, купить иконы для церкви или дать деньги представителям духовенства на ее благоустройство. Народ отправлялся в паломничество или уходил в храм, чтобы наложить на себя обет безбрачия. В эту дату нужно было ограничивать себя в пище. Например, нельзя было употреблять алкоголь, сладкое и мясное. Представительницы слабого пола давали священный обет выткать за ночное время суток пелену для образа Пресвятой Богоматери. И это событие называли как «зарок на Параскеву». Если в жилище приходила беда, то зарок нужно было выполнить, причем делать это необходимо было в полном молчании. Утром 10 ноября девушки отправлялись в храм для того, чтобы прочитать строки молитвы перед образом Параскевы Пятницы и попросить ее о помощи как в будущем, так и настоящем. Также наши предки в 9-й день ноября старались отложить рукоделие и любую работу, от которой устают глаза. Почему? Считали, что в противном случае можно лишиться зрения. А чтобы не начались серьезные проблемы с деньгами, в зарок на Параскеву не советуют давать в долг, иначе самому придется просить о финансовой помощи. Народная примета гласит, что у того, кто 9 ноября закончит все важные дела до заката, сбудется самое заветное желание. Стоит запомнить сны, которые человек увидит в ночь на 9 ноября, потому что они могут предсказать вам судьбу. Говорят, что если утром и не на деревьях, то скоро будут сильные морозы. Женщинам, которые уже были замужем, но по какой-то причине в данный момент оказались одиноки, 9 ноября нельзя просить поскорее встретить свою вторую половинку. Так можно до конца жизни остаться в одиночестве. Конечно же, в этот день, 9 ноября, можно было вымаливать суженого. Разрешалось при этом это делать только молодым девушкам. Святая найдет самого достойного парня, который будет всей душой любить свою возлюбленную. Нельзя в этот день рисковать самому и подвергать риску окружающих. Сегодня рискованные действия могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. 9 ноября даже ради развлечения не стоит лезть в воду, а также превышать скорость во время езды на автомобиле или же на мотоцикле. Поверья говорят, что 9 ноября нельзя и давать деньги в долг. Наши предки уже давно приметили, кто в зарок на Параскеву дает в долг, никогда обратно этих денег не получает. Также Нестора летописца считали покровителем писателей и журналистов. И в народе считали, что если в этот день выпал снег, то он больше не растает до самой весны. Кстати, во многих регионах к этому дню уже открывался санный путь. Наши предки еще и подметили, что если на Нестора снег падает на сырую землю, то скоро начнутся морозы, зато весна придет рано и принесет много подснежников. Утренний туман в этот день обещает оттепель, а вот иней на ветках похолодание. Подмечено, что если сильный ветер дует несколько дней, то следует готовиться к ухудшению погоды. Впереди ждут морозы и осадки. А вот утки и гуси, весь день плавающие в воде, это верная народная примета того, что в ближайшие дни будет хорошая и теплая погода. Также, друзья, в этот день люди, которые родились в этот день, наделены писательским даром, как мы уже сказали, поэтому в качестве талисмана им подходит обсидиан. Этот камень защищает от дурных мыслей, снимает напряжение. Также обсидиан оберегает от порчи из глаза. Поэтому люди, которые используют его в качестве оберега, становятся сильнее духом и заряжаются жизненной силой и
энергией. Друзья, вот такой у нас с вами день, 9 ноября по народным приметам. Мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен. Также поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.